Игровики, та-да-да-дам. Поговорим про навигацию в игре Subnautica Below Zero. Значит, из всего предложенного разработчиками мы находим у себя две карты. Одна находилась на базе Zero, а вторая на базе Phi. Первая карта комплекса Вольтера, она очень здорово помогает найти все эти комплексы, и все самое важное, все самое интересное, естественно, находится в них. И вторая — это карта ледникового бассейна. Значит, по ней здесь важное место отмечено вот этим красным кружочком. Сюда запускаем пингвикрыла шпиона, он находит пробирку с лекарством по миссии Сэм, которым мы должны вылечить замороженного этого левиафана. Но дело даже не в этом. Значит, из еще навигации от разработчика у нас есть вот такое управление сигналами, все ее видели, тут можно включать, выключать. Но вот установка мода позволяет нам сделать вот такие вот чудеса. Я игру эту полностью всю прошел без мода, без этой карты, и очень жаль, что его у меня не было. Здорово помогает. Здесь мы также можем включить вот эти точки, видимость точек, которые находились вот здесь. Можем поменять режим карты, топографик и биомы. Вот. Можем ее вот так вот перемещать, удалять, приближать, соответственно. И это не вся еще карта. По мере освоения каких-то новых мест, по мере прохождения, куда бы вы ни пошли, она будет расширяться и будет все показывать. Отметки можно включить и отключить, буква H английская. И еще очень классно сделано. Ctrl и левая кнопка мыши позволяют нам поставить в любом месте свою точку. Причем тут ее можно даже и обозвать, как вам захочется. Вот, все это дело сохраните, какие-то интересные места можно вот таким вот образом подписано все отмечать. Вот мореход находится, видим костюм краб, алмазы дно, артефакт. Вот так вот это все работает. Значит, если хотите узнать, как установить этот мод, то жмем под видосом пальчик кверху, оформляем подписочку на канал и нажимаем колокольчик. Ну, в принципе, вы и так все сами знаете, без меня. Значит, дальше переключаемся на рабочий стол. И я показываю, как, собственно, и установить-то этот полезный и очень нужный мод. В описании под видео я оставлю ссылочку на скачивание установщика, менеджера модов и на сам мод карты. Вот, у вас под видосом будет описание и, соответственно, в нем ссылочка. Если вот здесь не будет, нажимаете кнопочку еще и раскроется полный список. Вот здесь вот видно, кстати, ссылки есть, но это другая игра, у вас будет под этим видео. Здесь, между прочим, также ставим пальчик и подписочка. Я сам на себя не могу подписаться, к сожалению, а вы прекрасно можете сделать. Вот, по этому поводу рассказал. Нашли в описании, нажали, скачиваете вот таких два файла. Одна папка и один файлик. Соответственно, у вас они появляются в папке на компе загрузки в виде архива. Разархивируете все это дело, и вот те же самые папка и файл. Значит, нажимаем экзешник. Здесь винда будет ругаться. У меня при первой установке так было, что незнакомое какое-то приложение, просто забейте и двигаем дальше. Next. А вот здесь интересно, значит, здесь нужно указать путь к папке, где находится сама игра. Я покупал игру на Эпике, и у меня путь, соответственно, C Program Files.
Epic Games, Subnautica Below Zero. Вот мы ей об этом и сказали. Ну, ему, установщику, в смысле. Вот. Для тех, у кого игра была куплена в Steam, на примере другой игры покажу. Вот на любой игре можно нажать свойства, локальные файлы и обзор. И вот появляется папочка, в строке можно увидеть путь, где находится игра. Это для тех, у кого Steam. Дальше Next, Next, Next и Install. Все, сам менеджер модов у нас установлен, и остается дело за малым. После установки у нас в папочке с игрой появляется еще одна папочка, называется QMods. И просто папку Subnautica Map BZ вот сюда перетаскиваем. Ну, у меня она уже есть, можно ее заменить. Вот так это все должно выглядеть. Если сделаете все правильно, все у вас будет классно работать, в КПК появится карта, будете счастливы и довольны. Надеюсь, видос кому-то пригодился. И до встречи в новых эфирах. Пока-пока.